привет! Меня зовут Ира, и я практикующий бухгалтер в Польше. Каждый год после 15 февраля у вас появляется множество вопросов о том, как отправить ПИТ в налоговую. Поэтому в этом году я снимаю для вас полезное видео уже в январе, чтобы вы могли спокойно, без профиля Зауфанова, самостоятельно отправить свои ПИТы в налоговую. А за свою помощь прошу только лайк и подписку. Как вы уже знаете из моих предыдущих видео на другом канале, отправить ПИТ в польскую налоговую можно двумя способами. Первый способ – это через сайт налоговой Twój e-PIT, и вторым способом через программу e-PIT. Для отправки через сайт налоговой вам понадобится профиль Зауфанный. Второй способ позволяет отправить ПИТ без профиля Зауфанова, зная лишь свой доход за предыдущий год. А сейчас я подробно расскажу, где же искать доход за предыдущий год. Рассмотрим самую простую ситуацию. Если вы только переехали в Польшу и не работали в 2023 году, либо просто не работали в 2023 году, но в 2024 вы начали работать и хотите подать декларацию ПИТ, то тогда в поле «Доход за 2023 год» нужно указать 0. Однако 0 подходит только для тех, кто официально нигде не работал. Если же вы работали на кого-то, но просто не подавали вашу декларацию ПИТ-37 за 2023 год, то вы не сможете подать декларацию с нулевым доходом. У вас выскочит ошибка 404. Почему? Потому что на сайте налоговой уже существует ваш ПИТ, даже если вы его не подавали. Как так может быть? А вот так. Он формируется автоматически, когда ваш работодатель отправляет декларацию ПИТ-11 за вас в конце января. Таким образом, ваша декларация ПИТ-37 уже есть на сайте налоговой, и при попытке указать 0 система не принимает ее, так как видит данные работодателя и понимает, что вы заработали в прошлом году больше нуля. Что же можно сделать в таком случае? Во-первых, можно заполнить ПИТ за 2024 на сайте налоговой и отправить его с помощью профиля Зауфанова в налоговую. Во-вторых, можно запросить декларацию ПИТ-37 за 2023 год в самой налоговой. Третий способ – можно запросить ПИТ-11 за 2023 год у всех работодателей, на которых вы в этом году работали, или скачать с сайта налоговой, у меня есть отдельное видео об этом, а потом просуммировать все доходы и отправить ПИТ через сайт e-PIT в общем порядке, указав общую сумму дохода за 2023 год. Теперь рассмотрим ситуацию, когда вы подавали ПИТ-37 за 2023 год. Если вы подавали ПИТ-37 за 2023 год только за себя, не совместно с супругом, то найдите свой ПИТ-37 за 2023 год и укажите сумму из ячейки 131. Если же вы ежегодно отправляете декларацию через программу e-PIT, то система автоматически подтянет нужную сумму из предыдущего года. Это очень удобно. Ничего искать не нужно будет. Если же вы не работали в 2023 году, например, но подавали декларацию ПИТ-28, когда сдавали свою квартиру, то тогда вам нужно будет взять сумму прихода за 2023 год из ячейки 62. Отдельно нужно разобрать ситуацию, когда вы подавали в прошлом году совместный ПИТ с вашим супругом. Если супруги подают декларацию совместно в 2024 году, то нужно взять доход одного из супругов из декларации за 2023 год. Например, из ячейки 131 или 189. Без разницы, декларация все равно будет отправлена в обоих случаях. Если же супруги подают отдельные ПИТ-37 за 2024 год, тогда каждый из них указывает свой доход. Муж указывает сумму из ячейки 131, а жена из ячейки 189. Это я вам показала на моем примере. Так как у меня заполнял
ПИТ 37 супруг, и он основной налогоплательщик, он у меня отображается в ячейке 131, а жена это вспомогательный, он ее к себе как бы присоединяет к своей декларации, и ее доход указан в ячейке 189. Ну вот, я описала все возможные ситуации. Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их под этим видео, я всегда отвечаю. Если же вы все делаете так, как я описала в этом видео, но все равно появляется ошибка 404, то тогда посмотрите отдельное мое видео на эту тему на канале «Жизнь бухгалтера в Польше», где я подробно рассказываю, как ее исправить. На этом все. Всем пока!